Друзья, то, о чем так мечтал дедушка Ленин, свершилось. Наступила полная электрификация страны, а может быть даже и всего мира. И с одной стороны, это, конечно же, хорошо, что в любой точке мира, даже в такой вот местности, достаточно дикой, как вот мы сейчас присутствуем, мы можем связаться с миром, у нас есть доступ в интернет, но для всего этого надо электричество. Конечно, тут есть и минус. Даже на краю земли вас может достать теща, но это история для следующего раза. Итак, мы несколько лет сюда ездили и использовали автомобиль в качестве генератора. Но геополитическая обстановка сейчас стала такой, что ремонт автомобиля превратился в нечто дорогое и малодоступное. Поэтому мы решили сэкономить и в этот раз приобрели бензиновый генератор. Конечно же, в идеале гудение генератора, даже такого маленького, как вот этот, не самая приятная вещь. Вот, например, наши соседи с утра до ночи гоняют огромный генератор, который трещит, от него головная боль, но, тем не менее, у них холодильные установки, они в силу различных причин запасаются рыбой, замораживают трофеи, которые будут в течение года готовить. Для нас же энергия – это зарядка камер, телефонов, ноутбуков, аккумулятора для эхолота и так далее. В общем, не такая у нас серьезная потребность. И поэтому думаю, что в следующем году мы будем думать о беззвучной солнечной панели. Но в этом мы приобрели генератор, и что я хочу вам о нем сказать. Во-первых, это самый компактный из тех, что мы могли в наш скромный бюджет найти, а купили мы его за 24 тысячи этой зимою. Сколько он сейчас стоит, трудно сказать. Но когда мы его покупали, я обратил внимание на отзывы. И обратил внимание на то, что где-то 25% отзывов о нем крайне негативные. Люди возмущаются, что он проработал маленькое количество времени, тут же сломался, выходит из строя инвертор и так далее, и так далее. Вообще, по большому счету, если приобретать четырехтактный генератор без инвертора, то, конечно же, он будет надежней. Да, и дальше использовать какой-нибудь конвертер, который, если необходимо, можно поменять. Здесь же он встроенный и не имеет какой-либо защиты. Поэтому надо строго соблюдать инструкцию, нагрузку как до, так и после не давать. То есть его запустили, он чуть-чуть прогрелся, подключили непосредственно свои приборы. И в точности также, только наоборот, при выключении. То есть сначала отсоединили все свои приборы, все, что вы запитываете, и только потом его заглушили. Что еще можно сказать об этом генераторе? У него имеется эко-режим. То есть, переключая в него, он начинает работать тихо. Ну и, возможно, вырабатываемая им сила тока снижается, но нам это достаточно сложно проверить, поскольку у нас нету таких серьезных потребителей, которые могли бы как-то там показать, что им не хватает энергии или что-то в этом роде. По заявлению производителя, его встроенного маленького бака хватает приблизительно на 4 часа. Мы его используем в течение 2 недель, где-то по 2-3 часа в день. Иногда он работает меньше, и пока что у нас с этим проблем не возникало. Работает он действительно очень тихо, что нас устраивает. Теперь насчет отзывов. Негативные отзывы, понятное дело, нужно делить пополам, поскольку встречаются крайне рукожопые люди. И они могут вывести из строя все, что угодно. И все же остается значительный процент тех, у кого не так-то все и гладенько прошло. И вот что я могу вам сказать. Прежде чем залить в него масло, я обратил внимание, что в нем есть какая-то технологическая жижа. Видимо, это масло было то ли для проверки, то ли для сборки, но там было миллилитров, пожалуй, 100 какого-то масла. Я решил его слить
и обнаружил в нем капельки воды. Они очень сильно выделяются в масле, их легко видно. Меня это насторожило. Как они уже туда попали, это вопрос, наверное, достаточно сложный. Может быть, где-то словился конденсат при хранении, а может быть, при сборке были допущены какие-то ошибки, может еще что-то. Чего гадать об этом? В общем, меня удивило то, что в нем было масло. На всякий случай я максимально его слил и только после этого в него заправил масло. Более того, как мне показалось, вот здесь вот заглот воздуха для системы охлаждения производится снизу. Мы находимся в Астрахани, здесь много пуха, различных насекомых, которых может сюда просто элементарно затягивать. И, возможно, его система вентиляции забьется, и в конце сезона его, по приезду домой придется разобрать, все это почистить. Я хотел на самом деле смонтировать сюда сеточку, но пластик такой, что на него фиг чего наклеишь. Отверстия какие-то засверливать для сеточки я не захотел, поскольку это может повлиять на гарантию. И, в общем, решил отложить этот вопрос. Теперь, что касается его сборки. Сборка, мягко говоря, на троечку. Поскольку провода инвертора были максимально спутаны, перепутаны. И вот здесь есть какие-то вот прорези, видимо, для охлаждения этого самого инвертора, но они так и не реализованы, под них есть вот углубления, а самих прорезей нет. В будущем я их прорежу. А теперь давайте попробуем его завести и послушать. Я не знаю, насколько вам это все слышно. И, кстати, вот сейчас у соседей орет генератор. Я не знаю, слышно ли вам на петличку, но вот на самом деле давит на мозги, и я мечтаю о том времени, когда туристы будут использовать массово солнечные панели, и солнечные панели станут более компактными и более производительными. Но об этом пока что нужно только мечтать. Итак, давайте сейчас попробуем его завести и послушать, как он работает. Включаем инвертор, режим запуска, подсос топлива, открываем бензобак, открываем дренаж, делаем протяжку и дергаем. Ой, похоже, у меня стол больше гудит, чем он. Давайте я приподниму его. Вот это он сейчас работает в непрогретом виде, и у меня тут сантиметров 30 до него. А вот так он работает без эко-режима. Чуть-чуть поинтенсивней. Я думаю, достаточно. Так, закрываем бензобак, дренажку. В общем, я доволен этим приобретением. Несмотря на то, что это вот прям фирменный китаец, он нас пока что не подводил. Однако у нас 2 недели отпуска впереди, и если с ним что-то случится, то я обязательно об этом упомяну и добавлю в этот ролик. Но самое главное достоинство этого генератора – это его компактный размер. Конечно же, у Yamaha есть подобный генератор, который и мощнее, и тише работает, и даже чуть-чуть компактнее, без сомнения. Однако, с учетом всяких санкций и прочих вот этих вещей, политических игр, Yamaha достаточно сложно сейчас купить. Как они будут исполнять свои гарантийные обязательства, трудно сказать. А ценник, где-то в 10-15 раз дороже, чем данный экземпляр. Как мне кажется, размер данного генератора позволяет транспортировать его в любом автомобиле. Даже если у вас там, я не знаю, АК или Нива, вы приедете на природу, сможете подключить как дым-машину, зарядить какие-то свои устройства. Опять же, если вы в какой-то момент зазевались и у вас разрядился автомобильный аккумулятор стартовый, вы всегда можете подзарядить. Причем здесь есть выход на 12 вольт, и в комплект идет соответствующая розетка.
Поэтому, мне кажется, вот эта компактность, она как раз и делает его таким желанным для многих. Теперь, что касается неких мифов о том, что китайские вещи очень некачественные. А все дело в том, что приобретая товары по доступным ценам, но достаточно приемлемого качества, люди сэкономили и продолжают экономить дальше. То есть ты и так сомневаешься в его качестве, но при этом почему-то начинаешь экономить на расходниках. Абы какой бензин заливать, и главное, начинает не менять масло, и заливает масло самое-самое-самое, в общем-то, никакое. В результате чего ваш прибор выходит из строя. То же самое касается и лодочных моторов. Если вы решили сэкономить на самом девайсе, то уж на расходниках, пожалуйста, не экономьте. И тогда действительно будет вам служить и китайский лодочный мотор верой и правдой, и генератор, ну и обязательно проверяйте после покупки ваши вещи на предмет брака. Ну и на этом, пожалуй, все об этом генераторе. Кому интересно, пишите свои вопросы в комментариях. Я непременно на них буду отвечать по мере свободного времени. И помните, дядя Вова плохому не научит. Подписываемся, ставим обязательно лайк. До встречи.